Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, а также тематику, посвященную советским автомобилям. И в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим модель полуприцепа таровоза, который можно использовать в сцепке с тягачами Горьковского автозавода. Это довольно старая модель, уже снятая с производства, она появилась в продаже в 2014 году. И у Дипа это не единственные модели отечественных прицепов, например, также был полуприцеп для перевозки контейнеров. Была модель полуприцепа для перевозки сыпучих грузов, были прицепы 2PN2, которые можно использовать с грузовиками ЗИЛ-157 и ЗИС-151. Была модель полуприцепа ракетовоза, который можно использовать с военной техникой. И, возможно, были еще какие-то прицепы. Если вы знаете, можете написать информацию в комментариях. И у меня в коллекции есть некоторые модели прицепов, например, два варианта 2PN2. На эти модели я делал видеообзоры. Также есть полуприцеп контейнеровоз в сцепке с сидельным тягачом ГАЗ-51П. Эта машина у меня в зеленом цвете, прицеп серый. А другие варианты были в песочном цвете, выставочный автоэкспорт. И также был сидельный тягач и полуприцеп серого цвета. И остальные модели уже не стал покупать в свою коллекцию. И данную масштабную копию я приобрел по случаю в одном европейском магазине. Делал заказ на новинки ЗИЛ-130, увидел эту масштабную копию в продаже за вполне адекватную цену, решил взять ее для того, чтобы сцепить с сидельным тягачом ГАЗ-51П от Автоистории. Модель от Автоистории вполне удачная, хотя интересное наблюдение: Кострома до сих пор не выпустила подходящего полуприцепа под тягач-одиночку. У них был набор из сидельного тягача в сине-белом варианте окраски и полуприцепа фургона, но такой прицеп не поставишь под обычный грузовичок в темно-зеленом цвете. И я уже примерял данную модель с сидельным тягачом, она смотрится очень симпатично, отлично встает на сцепное устройство, и возможно в будущем я приобрету второй вариант окраски в кирпичном цвете. Тот полуприцеп уже установлю на другой сидельный тягач ручной работы, который я тоже демонстрировал в своих видеороликах. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на эту замечательную модель поближе, и вы в комментариях можете написать, какие модели сидельных тягачей и полуприцепов собираете вы. Возможно, отечественную технику, возможно, вы собираете какие-то интересные иномарки. И данная масштабная копия поставляется в довольно компактной картонной коробочке без дисплей-кейса. Коробка оформлена в традиционном стиле, зеленый цвет, на боковинах есть схематический рисунок с изображением сидельного тягача ГАЗ-51П и полуприцепа контейнеровоза с установленными контейнерами. И у Дипа также предлагались контейнеры отдельно, и для полуприцепа таровоза они предлагали сборные модели ящиков. И чтобы полностью заполнить полуприцеп контейнеровоз, вам нужно было купить 4-5 наборов, и выходила довольно приличная сумма. И у меня таких наборов в коллекции нет, и я думаю, можно вырезать ящики из плотного картона, распечатать оформление на принтере и ими тоже заполнить масштабную копию. Если вам будет интересно, я могу сделать видеоролик по доработке данного полуприцепа. На одной из сторон есть наклеечка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип полуприцеп таровоз. И, скорее всего, здесь в слове «ошибка» не хватает буквы «Т». Но это не столь принципиально. И это очень легкая модель. Большая ее часть сделана из пластика. Хотя рама здесь, по-моему, металлическая. Ну, я особо этот прицеп еще не рассматривал, поэтому сказать точно вам не могу. Также есть наклеечка, контроль качества. Также внутри поставили дополнительный страховочный брусочек, чтобы не повредились хрупкие элементы. И вот так выглядит данная масштабная копия. Вполне хорошая, аккуратная покраска, нету видимых пятнышек клея. Очень ажурно сделана сетка, также присутствует сдвижная дверка, правда она статична.
И я думаю, нету смысла делать эти элементы рабочими, потому что вряд ли кто их будет открывать-закрывать, но это сильно бы усложнило конструкцию и, возможно, ухудшило бы передачу образа настоящих деталей, потому что нужно было придумывать, как делать скользящие элементы. Снизу можно сделать ролики, а сверху, я думаю, просто так в масштабе не передать конструкцию. Также установили катафоты из фототравления. Их окрасили красной краской, хотя спереди, по-моему, отражатели должны быть белого цвета. Вполне хорошие колесные диски, отличные покрышки. Виднеется маркировка, и колесики свободно вращаются независимо друг от друга. И на задней части полуприцепа установили треугольные катафоты и также круглые фонарики. Есть место для установки регистрационного номерного знака, но с этой моделью не поставляется номеров. И у меня есть набор из фототравления от студии Microdizine. И как раз отсюда я подберу подходящий номерной знак для прицепа, и тогда модель тоже будет иметь более живой вид. И давайте покажу вам масштабную копию сидельного тягача от Автоистории. Тоже вполне симпатичный грузовичок. На него я уже поставил номера из набора от студии Microdizine. И эта модель отлично будет смотреться с полуприцепом-таровозом. Вот так выглядит сцепка. И можно в кузов загрузить ящики или что-то другое. И выбирал, какой вариант приобрести, кирпичного цвета или серого, но взял серую масштабную копию, потому что темно-коричневый будет смотреться не так симпатично, как серый с темно-зеленой кабиной грузовика. И могу вам показать, как этот полуприцеп будет смотреться с моделью сидельного тягача ГАЗ-52. Это самоделка из полимера. Я ее делал на основе костромской модели ГАЗ-53, и тоже можете поискать старый видеоролик по доработке костромских изделий и по изготовлению самодельных масштабных копий. Полуприцеп не встает в сидельное устройство, и нужно рассверлить отверстие, потому что на этом седле отверстие меньше, чем кронштейн на полуприцепе. Ну, тоже получается довольно симпатичная сцепка. Примерно такой вариант изначально в наборе предлагался у производителя Deep Models. Но у меня от Deep нету сидельного тягача ГАЗ-5206 ни в отдельном варианте, ни из набора. И могу вам показать для сравнения сидельный тягач ГАЗ-51П от Deep Models с полуприцепом для перевозки контейнеров. И полуприцепы примерно одинаковые по габаритным размерам. И, кстати, этот полуприцеп можно использовать с тягачом от Deep Models. И покажу вам модели контейнеров. Они пластиковые, тоже есть маркировка на боковинах, и они вставляются в специальные пазы на полуприцепе. Тоже получается очень симпатичная сцепка. И как раз могу вам показать, как два грузовичка будут смотреться рядышком на полке. Вот получается такой вид. У Костромы, конечно, возможно, не совсем типичный цвет для ГАЗ-51, но в такой защитный темно-зеленый тоже красилась советская техника, только более поздних годов. Например, ЗИЛ-157 и так далее. А у модели от Deep цвет более приближенный к ранним советским образцам. И могу вам показать прицеп 2PN2. Который тоже есть в моей коллекции. И у меня, еще раз повторюсь, два варианта. Один с черными номерными знаками, а второй был с желтыми знаками. И у Дипа также предлагался третий прицепчик вот в таком темно-зеленом цвете. И каждый из прицепов можно было использовать с определенным грузовым автомобилем от этого бренда. И, кстати, этот прицеп будет отлично смотреться
с ГАЗ-63 от Автоистории. Правда, вам нужно будет сделать рабочее сцепное устройство, потому что у костромских моделей оно статично. И тоже получается довольно симпатичная сцепка. И можно снять тент у костромского варианта, можно добавить тент на модель от Deep Models. И эти прицепы продавались вместе с тентами. Правда, тент у меня лежит в отдельной упаковке, потому что в коробочку он не влезает. Вот такая вполне симпатичная масштабная копия отечественного полуприцепа Таровоза, которую вы можете использовать в сцепке с различными грузовиками ГАЗ. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также можете написать ваше мнение по поводу данной масштабной копии, стоит ли она своих денег и с каким сидельным тягачом ее лучше использовать. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.